Некоторые считают, что если Луна станет больше, то это абсолютно никак не отразится на нашей планете Земля. Но в этом видео мы проведем небольшой эксперимент, в котором увеличим массу Луны в 1000 раз. Будем делать это поэтапно, сначала в 10, потом в 100 и в 1000, и посмотрим, может ли увеличение Луны быть опасным. Давайте начинать. Луна для нас бесспорно важна, вот только немногие знают, насколько сильно она все-таки влияет на нас. И спойлер, влияет больше, чем вы можете себе представить. Давайте увеличим массу Луны для начала в 10 раз и посмотрим, как это повлияет на жизнь на нашей планете. Первое, что вы уже сразу же могли бы заметить, это то, что в этом меню справа Луна перестала быть спутником Земли, и теперь симуляция считает, что это бинарная с Землей система. То есть, грубо говоря, теперь Луна стала настолько массивной, что это, по сути, вторая планета, которая крутится рядом с Землей. Но важнее нам сейчас другое, насколько Луна уже успела повлиять на Землю. А я уже вижу некоторые важные, хотя, может быть, и не самые очевидные изменения. Наверняка вы уже визуально обратили внимание, что Земля стала крутиться вокруг своей оси быстрее. И действительно, потому что сутки на Земле теперь уже 20 часов, а не 24, как раньше. Это, кстати, немного странно, потому что Луна должна была, наоборот, из-за своей массы сейчас несколько замедлить Землю, но мы спустим это на небольшие прорехи симуляции и дадим ей время настроиться. А вот, кстати, средняя температура Земли тоже увеличилась, и причем знатно. Обратите внимание, в меню справа вы можете заметить, что Земля стала в целом куда более горячей, чем она была до этого. Из-за того, что Луна стала настолько тяжелой, она уже по сути начала мять Землю под себя. То есть сейчас на Земле куда больше вулканов, чаще землетрясения, цунами появляются чаще. И симуляция показывает, что шанс жизни здесь на Земле тоже постепенно уменьшается. Но это лишь в 10 раз мы увеличили Луну, а теперь давайте увеличим ее в 100 раз. А вот именно так выглядела бы эта Луна, которая больше в 100 раз от своей собственной массы. И ладно, если бы Луна просто стала побольше визуально, это еще полбеды. Так сейчас она еще и стала по своей массе больше, чем сама Земля. Посмотрите, насколько быстро понижается расстояние между Луной и Землей. Вам теперь может стать интересно, как выглядит Луна с земного неба. А вот она. Давайте даже сравним, какой она была в самом начале эксперимента и на текущий момент. Сейчас Луна в 100 раз больше, а теперь мы понизим ее обратно в ее первоначальный размер. И вот настолько малюткой она была. Но мы, конечно, вернем ей размер и продолжим эксперимент с тем, что имеем на текущий момент. Огромная махина, невероятно опасная для нашей планеты, но самое жесткое еще впереди. Кстати говоря, симуляция теперь настроилась правильно, и, как я говорил ранее, Земля стала крутиться вокруг своей оси куда медленнее, чем это было изначально. Теперь одни сутки на Земле составляют 4 дня вместо привычных нам 24 часов. Но, как вы понимаете, сегодня мы собрались не для того, чтобы увеличить Луну только в 10 и в 100 раз и на этом остановить наш эксперимент, а для того, чтобы превратить ее в тысячекратного монстра, чем она является на сегодняшний день. Поэтому давайте проводить этот безумный эксперимент и посмотрим, чем это закончится для Земли и для Луны в том числе. Теперь мы увеличиваем Луну в 1000 раз, и, насколько вы понимаете, для Земли, как мне кажется, будут не самые лучшие, не самые сладкие последствия после такого. Луна по своей массе сейчас, ну, примерно как Уран. Вот это огромная газовая планета. Причем Уран — это вообще другая лига планет. Очевидно, что после такого Земле придется явно не сладко, но будет, конечно, интересно посмотреть поэтапно, как это все будет развиваться. Нашей Земле просто не позавидуешь жить с таким гигантом рядом. О нет, Луна притягивает нашу Землю все ближе и ближе к себе. Смотрите, как близко Земля и Луна рядом друг с другом, и все. Вот оно, вот оно произошло. Столкновение, блин, которое, ну, просто уничтожило всю человеческую цивилизацию. Это, конечно, должно было произойти, но, блин. Это катастрофические последствия для Земли, конечно же. Посмотрите, насколько огромная выделилась энергия от столкновения. Да, я понимаю, это, конечно, должно было быть очевидно, что при таких огромных массах Луна притянет Землю. Но почему это так жестоко? Хотя это все еще не конец, потому что Луна, поскольку на нее упала Земля, она теперь, по идее, может перетянуть на себя атмосферу и даже воду Земли.
Поэтому давайте посмотрим, что произойдет дальше, когда Луна несколько подостынет. Причем посмотрите, как уже сейчас вокруг Луны образовалась небольшая, несколько нестабильная, но все же система колец, которая состоит из остатков Земли. Тем не менее, я уже очень хорошо вижу, как на Луне есть серьезные изменения, которые наверняка вам понравятся. Давайте дадим еще немного времени для того, чтобы она стабилизировалась. Я думаю, вы уже замечаете очень серьезные нововведения на нашем бывшем спутнике и новоиспеченной планете. Это наша Луна. Да, теперь она выглядит вот таким вот образом, на ней очень много воды, выглядит безумно красиво, а если я даже включу симуляцию, то посмотрите, насколько приятно перетекает вода с полюсов на экватор на этой Луне. Теперь она считается полноценной планетой Солнечной системы, но есть один важный нюанс. Жизни на ней, скорее всего, не будет. Может быть, конечно, после таких экспериментов на Луне появились бы какие-нибудь примитивные бактерии, в чем я на самом деле сомневаюсь. Получается, что после вот подобных махинаций на Луне вряд ли появится какая-либо форма жизни. Зато можете не сомневаться, с Землей все будет очень и очень печально. И благодарить тоже не стоит.